Львы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер. Вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на ноябрь 2023 года. Будем анализировать, чем вас порадует уходящий осенний месяц, с какими энергиями вы войдете в зиму. А помогут нам сегодня в этом Шок Трайб Таро, а также Ленорман Силуэт. Приступаем с вами к просмотру. Будем анализировать, конечно же, все сферы жизни. И работу, и финансы, и здоровье, и личные отношения. И в целом посмотрим рекомендации от карт. Общие энергии, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и совет от карт. Сейчас я все поднесу, чтобы вам было хорошо видно, и будем с вами приступать. Итак, общие энергии месяца. У вас здесь ложится десятка монет. Шикарная карта, которая указывает на вопросы счастья, радости, коммуникации, объединения со всеми близкими, устранения ссор, конфликтов. Опять же, вопросы обогащения, приобретения чего-то важного для вашей семьи, стоящего. То, что, возможно, будет даже передаваться потом по наследству. То есть это может быть и вопрос недвижимости, и может быть какие-то ювелирные украшения, или там акции вы покупаете. У каждого здесь по-разному. Ну а для кого-то это желание создать семью или создать партнерство. Потому что здесь это карта структуры глобальной. Для кого-то десятка монет может ознаменоваться как созданием собственного дела, где под вашим началом будет работать большой коллектив людей. Естественно, что аркан многогранен и будет у нас говорить о разных событиях. Мы дотягиваем, о чем же конкретно здесь идет речь. И как мы видим, на повестке дня у нас шестерка чаш. Карта, которая говорит о ситуации, все-таки связанной с близкими, с родственниками. Для кого-то это укрепление отношений, которые имели место быть в прошлом. Для кого-то восстановление этих связей. Ну, то есть, повторюсь, если с родственниками там ругались или что-то происходило, или кто-то попытается к вам вернуться и восстановить с вами отношения. Не обязательно личного формата. То есть это могут быть отношения делового характера, дружеского. Посмотрим, как это покажет арканы. Смотрим вопросы работы. По работе у вас ложится аркан умеренность. Все ровно, все стабильно, переживать по сути не о чем, потому что это карта комфорта. В рамках этого месяца тишь, гладь и благодать. Здесь и работается легко, и дышится легко. Возможно, у кого-то отпуск, посмотрим, но в целом это карта, когда вы довольны собой, своим результатом и тем, что у вас происходит на работе. Так как многие из вас находятся в разных социальных слоях, кто-то работает, кто-то нет, будем анализировать ситуацию для всех. Для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может. Паж мечей – это находиться в поиске. Не могу сказать, что для вас какая-то здесь острая или наболевшая ситуация. Это нет, потому что умеренность показывает, что у вас здесь ровно все спокойно. Но, тем не менее, вы можете для себя подыскивать дополнительный источник заработка. То есть анализировать рынок, смотреть, что же вам больше подходит, больше откликается и в чем вы хотели бы себя реализовать. Если вы у нас соискатель, то туз монет – это шанс, это возможность. И если смотреть в связке, в совокупности с теми картами, которые у вас здесь вышли, то это трудоустройство в очень какую-то крупную фирму или корпорацию, предприятие, завод. То есть где действительно и большие коллективы, и достойные заработки. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является наемным сотрудником, то карта «Дурак» в связке с умеренностью для вас это новый цикл, новая возможность. То есть новая должность, новая вакансия. Здесь может проходить по этому аркану стажер, которого вам дадут на повестке дня, но в большей степени это наоборот новый подход. Это могут быть как новые, более лояльные условия труда, так и новая должность, ну и, конечно же, новый статус, новый оклад и новые обязательства. Но, как мы видим, все равно здесь идет энергия позитивного характера. Если смотреть ситуацию для тех, у кого свой собственный бизнес, здесь по девятке мечей переживания, как успеть все и держать свою жизнь в балансе, как отдаваться не только бизнесу и работе, но все-таки находить время для себя, на своих близких. Поэтому здесь, чтобы все-таки найти баланс, вы можете взять отпуск, отдых, восстановиться, отдохнуть, то есть прийти в гармоничное русло. Потому что эти карты показывают, что вы не беспокоитесь за свое дело как таковое. Здесь просто
отягощенность, то есть когда же отдохнуть, когда же все-таки отпустить немножечко свое внимание, свой контроль, чтобы восполнить свои силы. Если смотреть финансовую составляющую, у вас здесь ложится пятерка жезлов. Это, конечно, карта борьбы с финансовыми трудностями. Сейчас объясню, в каком русле, в каком ключе. Это не значит, что у вас с деньгами плохо, это не так, но ваши расходы будут превышать ваши доходы. И связано это будет или же с этими крупными покупками, или с вашими близкими, которые могут, так сказать, подкинуть в топку каких-то задач, проблем или ситуаций, которые нужно будет решать вам. Поэтому готовьте здесь ресурсы на ноябрь месяц. Если смотреть ситуацию по состоянию здоровья, то семерка мечей – это скрытые заболевания, которые вроде бы не тревожат, но что-то происходит. То есть очень часто это, как правило, ОРВИ, которые вы можете переносить на ногах. Или по принципу тянет, колет одно, а по факту, допустим, о себе дает знать совершенно другой орган. Ну, давайте смотреть, что же здесь по факту. Здесь это хронические заболевания, то, что мы видим по отшельнику, на который вы закрываете глаза или думаете, пройдет. Но, как говорят арканы, здесь нужно действительно по максимуму уделить своего времени на состояние здоровья, потому что эта сфера для вас будет очень значимой. Если смотреть вопросы личной жизни, то тройка жезлов. Карта социальности. Много активного общения, много новых друзей, новых знакомств. И, конечно же, кто-то будет проявляться по отношению к вам, в первую очередь, если вы свободны. Так ли это? Сейчас посмотрим. Для тех, кто у нас свободен, пятерка чаш. Вот вы видите, пытаетесь закрыться в своем домике, а к вам кто-то пытается идти на контакт, с вами общаться. Потому что, смотрите, это, знаете, как будь в коллективе, будь с нами. Но нюанс в том, что вас не совсем устраивает это окружение или этот коллектив, или люди, которые тянутся к вам знакомиться. Поэтому в рамках этого месяца, этого периода, здесь в основном могут быть только, как я говорю, дружеские знакомства или такие знакомства ни о чем, проходящего характера. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас в любовных треугольниках, то тройка жезлов и рыцарь чаш. Это, знаете, как больше социальная активность, это желание больше видеться, общаться, встречаться, куда-то ездить, коммуницировать. То есть ситуация у вас остается здесь без изменений, здесь наоборот больше говорить друг другу о чувствах, о эмоциях, о каких-то значимых вещах. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас в стабильных союзах, то тройка жезлов и пятерка мечей. Здесь может быть конфликт, накал страстей именно из-за социального окружения. Например, если ваш партнер или партнерша очень много времени посвящают друзьям, знакомым, коллегам, то есть какие-то, не знаю, там, встречи, сабантуи, банкеты, тренинги, то есть все что угодно, только не хватает времени на вас. Вот это, конечно, может вызвать череду каких-то негодований. И вы будете пытаться здесь поднимать остро этот вопрос. Не могу сказать, что ставить ультиматум, но тем не менее, это, знаете, как все-таки распределить вот эти вот акценты, то есть отношения, дом, быт, семья, друзья и знакомые. Потому что для вас это действительно будет знаково. Кто-то захочет вообще, так сказать, отрезать, отшить друзей или подруг вашей второй половины. Почему? Потому что вы осознаете, что люди негативно могут влиять на вашего партнера. Если смотреть рекомендации от карт, здесь падает карта Солнца. Ну, конечно же, если у вас так совпало, и есть также временные финансовые возможности, это будет хороший период для отдыха, отпуска, восстановления сил. Особенно если у вас вдруг намечалось санаторно-курортное лечение или, может быть, поездка куда-то на отдых. Это в целом аркан, который говорит о прояснении каких-то проблемных ситуаций. То есть, может быть, непонимание с близкими, с родственниками или просто какие-то напряженные, натянутые отношения. То в рамках ноября вы сможете осветить все эти проблемные ситуации и, конечно же, с легкостью для себя их решить. Если смотреть неожиданность периода, о чем здесь идет речь? О чем здесь у вас идет речь? Букет, гора, дом. Но все-таки, видите, это решение вопросов, препятствий. Кстати, одну колоду у вас, видите, здесь письмо. Связанных с близкими, с домочадцами, с вопросами недвижимости. У кого-то, кстати, как принимать недвижимость в дар или оформление дарственно. Почему оформление? Потому что, повторюсь, у вас в одной колоде здесь падает карта письмо. Оформление, переоформление, купля-продажа, может быть перепланировка, что-то узаканивать, решать вопросы с ЖЭК. Ну, то есть, видите, это как легко, с легкой подачей. То есть здесь будет какая-то помощь, с кем-то взаимодействие. Кто-то, если искал себе, допустим, жилье на аренду или, может быть, офис
под ваше предприятие и были с этим сложности, то карта показывает, что в ноябре вы сможете решить этот вопрос, то есть найти для себя это жилье, это долгожданную недвижимость и тем самым закрыть все свои вопросы. Поэтому у вас просто сказочный месяц. Мы с вами так и закроем, чтобы все шло только со знаком плюс. От вас, конечно же, буду ждать по прошествии периода обратной связи. Это очень важно и для продвижения канала, и для моей мотивации, для того, чтобы я тоже хотела вам и подбирать соответствующие колоды по настроению, раскрывать событийный ряд, в принципе, коммуницировать. Надеюсь, эта информация вам будет в плюс, будет идти во благо. В любом случае, колоду вам закрывать таковым образом, чтобы все события были только позитивного характера. Благодарю вас за то, что остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.